Привет. Соскучились по веселым историям на ночь? Хочу вам сегодня рассказать одну, прочитать вернее, историю о кошмарном сне, записанную еще в XIX веке, и рассказать свой кошмарчик, который приснился мне. Наверное, и вам снятся кошмары. Не знаю, стоит ли верить ли снам, но вот и расскажите свои мысли по этому поводу. Слушайте. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица. Валившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями. И в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружали гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми. Купцы в праздничных кафтанах. Видишь ли, Прохоров, сказал бригадир от имени всей честной компании, все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не вмочь, которые совсем развалились. Да у кого остались одни кости без кожи. И тут один не утерпел, так хотелось ему побывать у тебя. В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров», — сказал скелет. «Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и толкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот и негодование. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами. И бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа. Сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, что работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений. Короче говоря, этому гробовщику Адриану приснился ужасный сон, когда к нему пришли мертвецы, которых он хоронил. Вот такой сон. Да, не позавидуешь, не хотелось бы, чтобы такое приснилось. А хоть сейчас я хочу вам рассказать свой сон, который приснился мне. Тоже странный. Послушайте. Я шел по полумрачной, тускло освещенной, бледным светом ночи комнате. В комнате лежал на каком-то ложе серо-черный человек. Услышав шум, он приподнялся и спросил: «Что тебе надо?» Я не ответил ему и шел дальше. Я ощущал, что уже был здесь, и мы знаем друг друга. Человек лег и опять не обращал больше на меня внимания. Я начал расстегивать одежду, чтобы лечь спать на стоящем там же раздвижном кресле.
Вдруг что-то невидимое потащило меня вверх и подняло в воздух посреди комнаты. В воздухе я принял горизонтальное положение, а мое тело сковала неведомая сила и стала плавно тянуть меня в сторону. В бессилии я пытался вырваться, но это было невозможно. Мои руки не двигались. Нарастающий ужас охватил меня, как-то поняв, что это сон, я пытался проснуться. Но не мог это сделать, пока нечто не начало медленно опускать меня рядом со спящим серо-черным человеком. Одновременно я медленно просыпался и сквозь сон слышал свое громкое, тревожное, прерывистое дыхание. Нечто опустило меня, и я проснулся окончательно. Вот такой сон мне приснился, правда страшный. Да, не позавидуешь. Ну, теперь жду от вас интересных рассказов на ночь. Давайте рассказывать друг другу. И не забудьте подписать мой канал и поставить лайк. Пока, до скорых встреч!